Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и вы на канале, где мы говорим об ВСБ. У нас в ВСБ много разных номинаций. Каждый по-своему интересен, у каждой есть свои поклонники. Тем не менее, если попробовать глобально, широкими мазками разделить, то существует две категории – командные бои и дуэльные бои. И хоть командные культивируются сильнее, и они по большому счету более популярны, у дуэльных есть своя армия поклонников. Ну, небольшая армия, потому что спорт у нас тоже небольшой. Дуэльные номинации это щит-меч, меч-баклер, полуторный меч, алебарды и профбои. И вот последняя дисциплина стоит несколько особняком. В отличие от других дуэльных номинаций, это не чистое фехтование, где в зачет идут лишь попадания оружия. Это своего рода ММА в доспехах. К фехтовальным техникам добавляются удары руками, в том числе щитом или кулаком, в котором зажат меч, удары ногами, коленями, локтями, броски, подсечки, добивания. Кто-то может сказать, что это синтетическая дисциплина, которая адаптировала современный популярный формат смешанных боев к доспехам и мечам. А кто-то ему наоборот возразит, мол, именно этот формат максимально близок к тому, что происходило на средневековых полях сражений. Ведь до тех пор, пока бойцы были облачены в доспехи, положиться только лишь на холодное оружие было нельзя, как бы оно ни было воспето в книгах и в кино. И бойцы, не стесняясь, использовали удары, броски, заломы, удары рукоятью, навершием и вот это вот все. Чему огромное количество подтверждений в фехтбухах, пускай они обычно и относятся к более позднему времени. При таком взгляде уже фехтовальные дисциплины представляются рафинированным спортом, далеким от реальности. В общем, тема дискуссионная. Если вы спросите, какая позиция ближе мне, то я скорее примкну к лагерю тех, кто считает профбои наиболее близкой имитацией драки двух средневековых бойцов, равно закованных и спешенных. С поправкой на то, что сама по себе ситуация маловероятна, оружие не заточено и уколы запрещены. Я профбои люблю, но видео это не о самой дисциплине, а о моем любимом бойце, который в ней выступает. Как вы уже могли понять, профбои – это очень универсальная комплексная дисциплина, и боец в ней выступающий должен быть универсалом. Тем не менее, у всех бойцов есть какой-то перекос в том или ином аспекте техники. Ну, скажем, Алексей Петрик победит своих соперников, потому что он гораздо более искусен в фехтовании и способен выдавать удары с частотой отбойного молотка. А Виталий Грызлов навяжет вязкий бой и сожрет неприятеля на близкой дистанции. Но если спросить у меня, есть ли эталонный боец, гармонично развитый по всем возможным направлениям, этакий аватар профбоев, то я не задумываюсь, отвечу: а вот тут нажмите паузу и в комментариях напишите вашу кандидатуру. Интересно, насколько совпадают наши мысли. Сделали? Молодцы. Итак, этот боец легковес, он из Калининграда и обладатель пояса в легком весе. Как вы уже могли догадаться, это, разумеется, Евгений Беденко. А вы о ком подумали? О Славе Левакове? Легковес из Калининграда, обладатель пояса. Ну да, Слава тоже подходит. Слава, ты крутой, спору нет, но сегодня, извини, разговор не о тебе, а о твоем наставнике. Кстати, если вы думаете, что я оговорился, сказав, что Беда – это чемпион в легком весе, то нет, он действительно первый в истории непобежденный чемпион в легком весе по версии M1 Medieval. И хоть M1 проект Medieval свернули, пояс они Евгению дали, назад не забрали, чемпион есть чемпион, что дало мне возможность немного вас подразнить и добавить интриги. Этот ролик – общая характеристика Евгения Беденко как бойца. Я не буду останавливаться на каждом его бое, хотя, безусловно, они все интересны, о каждом есть что сказать. Но в описании я оставлю ссылки на все бои, которые есть на просторах интернета. Наслаждайтесь. Беденко – один из самых всесторонне развитых профбойцов, включая тех, кто выступает сейчас, и тех, кто уже не дерется. У него топовый уровень фехтования. В 2000-х турнирная тусовка была обширна. И в течение года в России, в ближнем зарубежье проходило огромное количество мероприятий. Зима в Санкт-Петербурге, Белый замок в Минске, Белгород-Днестровский в Украине, турнир в Выборге – все это знаковые мероприятия того времени. И даже известный сейчас Кубок Динамо начинался как дуэльный турнир. В тот период Беденко часто выигрывал турниры или как минимум вступал на пьедестал. Он определенно входил в элиту дуэльных боев того времени. И если бы битва наций появилась на несколько лет раньше, то Евгений Беденко имел бы все шансы попасть в первую сборную страны по дуэльным боям. Самый быстрый клинок северо-запада. Так в свое время характеризовал Евгений Беденко один мой знакомый, когда я спросил: Беденко – это вообще кто? Погоди, а как так вышло, что ты вообще не знал, кто такой Беденко? Ну, он, короче, с 2007 года по 2010 примерно брал тайм-аут, а я как раз в этот период вставал на ноги, входил в силу, вот это вот все, и его ранние достижения были мне просто неизвестны. Если вы смотрели мою подборку о крутых борцах ВСБ, то вы наверняка помните, что Евгений Беденко обладает выдающимися борцовскими навыками. В детстве он плотно занимался вольной борьбой, КМС. Вольная борьба развивает силу, выносливость, гибкость и взрывную скорость.
Все это оказалось чертовски полезным, когда Евгений окончательно перешел в ВСБ и, как мне кажется, определило его бойцовский стиль. Превосходный уровень фехтования позволяет доминировать практически над любым соперником на средней и дальней дистанции. При этом у Евгения очень сильный удар, особенно для легкого веса, и когда противник устает получать увесистые плюхи, он принимает решение попытать счастье в ближнем бою, в клинче, но и тут облом. Евгений почти наверняка борется лучше, чем его оппонент, и тот оказывается на лопатках. К этим двум аспектам оставалось добавить сильный удар щитом, чтобы закрыть, ну так скажем, слоты техники персонажа. И Евгений Беденко это сделал, уделив какое-то время рукопашным направлениям. Помню, когда я с ним дрался, несколько раз вылетевший навстречу моим зубам щит был очень неприятной неожиданностью. При этом удары эти были сильными и своевременными, и они гасили мои атаки в зародыше. Пришлось как-то подбирать ключики и работать аккуратнее. Когда я говорю, что удары мечом у Беденко сильные, я имею в виду прям сильные. В том бою, который я только что упомянул, первый его удар мне удалось поймать на щит, но щит так затрещал, что я решил, что точно не хочу получать вот такие плюхи в голову. Ну и приложил максимум усилий, чтобы получать их поменьше. Дмитрий Коврижин после титульного боя в М1 Медивал признался, что от одного из точных попаданий Беденко у него звезды посыпались из глаз. Бой с Максимом Скориковым пришлось закончить досрочно, потому что одним из ударов Беденко сломал ему пальцы. В бою против Маргулиса уже клинок не выдержал мощи ударов и сломался. В общем, Беденко умеет бить. Все вышесказанное делает Беденко одним из самых зрелищных бойцов. Независимо от уровня противника, его бои — это шоу. Ну, под шоу я понимаю не хайп и трэш-ток, а высококлассную работу профессионала, где зритель наслаждается всеми доступными техниками в профбоях. Великолепный уровень фехтования, хорошие броски, сильные опасные удары щитом и мечом, четкий футворк, чувство дистанции, тайминг и высокий бойцовский IQ. Если бы меня попросили подобрать аналог Беденко из мира ММА, я бы сказал Джордж Сен-Пьер. Короче, если вам нужно увлечь человека со стороны в мир профбоев и СБ сразу и навсегда, то покажите ему бои Беденко. И если ему понравится, все, он с нами. Если не понравится, то просто ЕСБ и профбои не для него. Не общайтесь с ним. А если нужно выбрать только один бой, то это, безусловно, бой Беденко-Васильев в промоушене М1 Медивал в 2015 году. Это один из самых популярных роликов на YouTube, связанных с нашим спортом. 7 миллионов просмотров, нифига себе. Даже какие-то американские издания о нем писали, мол, посмотрите, что эти сумасшедшие русские еще придумали, что-то типа того. И даже мать драконов Эмилия Кларк в своих социалках его упоминала. Я, правда, пытался найти ссылку, чтобы вам ее предоставить, как доказательство, но тщетно. Поэтому либо она ее удалила, либо я плохо искал, либо я это придумал. Бой великолепный, противники идеально подходят друг к другу. Иван Васильев тоже именитый чемпион, поединщик-фехтовальщик, тоже обладает хорошей борьбой и ударкой. Вообще-то это был их второй бой, они уже встречались в 2008 году на заре профбоев. Во второй половине 2000-х годов топовые дуэлянты уже, откровенно говоря, утомились сражаться с одними и теми же людьми в финалах турниров. Кстати, то же самое у нас сейчас происходит в командных боях. Им захотелось чего-то нового. И тогда к обычным правилам щита меча они добавили все то, о чем я говорил выше. И так появились профбои. И первоначально профбои были элитарным клубом по приглашениям, что отражено в названии. Ты должен был быть либо чемпионом, либо призером крупных турниров, либо как минимум именитым бугуртсменом. Таких тоже пускали. И так, кстати, впервые встретились мир командных боев и мир дуэльных боев. В общем, неудивительно, что на одну из первых серий профбоев в 2008 году Евгения Беденко тоже позвали. И сражался он там как раз с Иваном Васильевым. И победил его. В 2015 году эти двое дали отличный бой. И Иван Васильев был очень близок к реваншу. Но чуть-чуть не считается. Через эти два боя можно проследить не только эволюцию двух спортсменов за 7 лет, но и эволюцию снаряжения. В 2008 году они были вооружены турнирными мечами и большими турнирными щитами. А в 2015 году щиты стали заметно меньше, явно адаптированные к ударам и борьбе, а мечи, наоборот, стали тяжелее, чтобы повысить урон и, как следствие, шанс нокаута. Иван Васильев так вообще вышел с фальшоном. Евгений дрался в основных промоушенах, развивающих профбои. В WMFC, в М1 Medieval, в польской столовой арене и в польской ЖПВР. Его рекорд 10-1. Проиграл он только Роберту Жатецкому, который вообще-то один из сильнейших поединщиков мира и неоднократно член польской сборной в дуэльных номинациях. Но и тут не все так однозначно. Сам Беденко бой описывает так. «Я страдаю аллергией, и к концу второго раунда опух, посинел и еле дышал. Третий раунд стоял на ногах только на морально-волевых. Очень запомнилось, как было тяжело и хреново. И судя по видео, Женя не лукавит, он действительно не похож сам на себя. Удары слабые, атаки глубокие, в том смысле, что он сам в них тонет. Очевидно, он нездоров. Я не умаляю заслуг Роберта Жатецкого, но мне бы очень хотелось посмотреть на реванш. Прошло уже почти 10 лет, оба бойца сильно эволюционировали, и билет на такой бой я бы точно купил. Хотя из всего ролика вы, наверное, уже поняли, я бы купил билет на любой бой Беденко.
А пока остается пересматривать его старые бои, ссылки, как я уже говорил, в описании. На этом, пожалуй, и закончу. Все, друзья, пока. Каждый из них по-своему интересно, имеет своих поклонников. Если глобально, широкими мазками попробовать. Они там мебель двигают. Они там остальные шары катают, мне кажется. Блин, там будет спойлер. Там же бой Беденко. Ну и что? Ладно. Никто не обратит внимания, просто. Белый замок в Минске, зима в Санкт-Петербурге, турнир в Выборге. В детстве он плотно занимался вольной борьбой, он КМС. Да что надо, вот эти... Вольба. В М1 Medieval. В МФЦ будет типа в МФЦ. Типа. Евгений дрался в МФЦ.